Добрый день, дорогие подписчики, с вами Чалышев Сергей, магазин magic-one.me. И сегодня наша тема будет 10 мифов о сексе, таких сложных, то есть не простеньких, в стиле чем больше член, тем лучше, меньше слов, больше дела и тому подобное, а таких более продуманных, которые гораздо, в том числе, очень сильно портят жизнь уже взрослым людям. Итак, первый из них — женская половая холодность — результат нормы. Создано это тем, что, во-первых, 30% женщин довольно долго не могут или вообще никогда не могут получить вагинального оргазма, а большая часть мужчин уверена, что секс — это вот именно вот так вот, и стимуляция клитора, если она женщине не нужна, то делать ее нужно вот так вот, то есть через силу, через упорность. Ну и сам факт, что такая холодная женщина лучше преуспевает в карьере, все это сильно базируется на воспитании, на многих женских травмах каких-то там из прошлого или из детства. И действительно часто встречаются женщины, которые и в 40 лет продолжают не получать удовольствия от секса или, например, испытали первый оргазм. Если такие женщины, здесь вот начинается хитрость, если такие женщины обращаются к специалистам, первый вопрос специалиста: как часто вы занимаетесь самоудовлетворением, самостимуляцией, анонизмом и так далее. И, в принципе, специалист знает на ответ на этот вопрос, она скажет 0. Либо там будет вариант, что она пробовала, ей не понравилось, либо что-то такое. Так вот, я уже говорил неоднократно в своих видео, женские половые органы устроены так, что там очень много нервных окончаний, и женщине требуется время на то, чтобы эти нервные окончания оформились и могли передавать нужное количество сигналов к мозгу, и там он уже мог, соответственно, испытывать оргазм. Поэтому, если женщина не занимается самоудовлетворением, то да, для нее половая холодность будет в норме. А так, это вариант отклонения, и с этими штуками лучше идти к специалисту, и не к гинекологу. Гинеколог занимается тем, если вы здоровая женщина, можете иметь потомство, у вас все хорошо, то для гинеколога вы очень здоровая женщина. А то, что вы не получаете оргазм, это без разницы, или что вы к сексу холодны. Вам нужно идти именно к сексопатологу. Вот. И это действительно большое отклонение. Хотя по факту аноргазмичных женщин полностью совсем их менее чем 3%. Так что все те девчонки, которые думают, что вы холодны по отношению к сексу, бегом к сексологу, он вами займется, и поверьте, все у вас будет замечательно. Ну, если вы, конечно, не одна из 3%, тут уж я не знаю, повезло вам или нет. Но, как я сказал, реально холодных женщин в реальности всего лишь 3%. Все остальные вот отсюда, нашей головы. Миф номер 2. Он происходит из того же самого первого мифа. Только настоящий мужчина может раскрыть женщину, сделать ее сексуально горячей, открыть ей тайны секса, возбудить в ней желание. Собственно, девчонки, которые думают, что придет прекрасный принц и полностью вас удовлетворит и так далее, и все будет, я вас огорчу. Ну, во-первых, да, если вы не занимаетесь сексом и не занимаетесь мастурбацией, такой прекрасный принц придет к вам лет в 40-50, когда ваши половые органы, может быть, при том, что вы бездействуете с ними, все-таки раскроют свои рецепторы, и они там смогут вырасти до нормального состояния. Говорю, ваши рецепторы в половых органах недостаточно в зрелом состоянии, находятся во взрослом теле. Им требуется стимуляция, чтобы прийти в норму. А так, это обычное перекладывание ответственности. Я, например, не буду говорить мужу, что у меня там клитор, высокочувствительная зона, а он вот только вот вагинальный секс приемлет, никакой другой стимуляции не приемлет. А я вот потом всегда бегаю, ну, она, какая-нибудь девчонка, она бежит в душ после секса и там себя доводит руками. Но не сказав об этом мужу, особенно если вы занимаетесь имитацией оргазма, и муж считает, что все прекрасно вас удовлетворяет, вы же получаете оргазм в постели, вы прямиком ведете себя к неврозу. Потом, лет через 10, вы будете говорить, что мужчина, ваш муж, вас не любит, что он вас не чувствует, он с вами, он даже не понимает, что вы не испытываете оргазм, а как он поймет, если вы ему об этом не говорите, и даже говорите ему обратное, симулируя оргазм в постели. Поэтому никакой мужчина вас не удовлетворит, пока вы сами не будете к этому готовы. Да, часто женщины, опять же, через 10 лет прожив в браке, начинают встречаться с любовником, и, о чудо, происходит оргазм, и так далее. Вот это настоящий мужчина, муж был подонок, он не понимал меня всю жизнь. Если такие женщины делают
производят анализ реальный, честный. Оказывается, что дело все было не в эмоциях, хотя да, очень многим семейным парам не хватает эмоций, рутина все сожрала, и секс стал никакой. Но, опять же, в первую очередь, женщина должна создавать сексуальный контекст, и об этом я еще скажу в будущем. А так, да, появился любовник, тем более женщина замалчивает часто, что их секс с любовником выглядит по-другому. Например, в случае с мужем стимуляция клитора это 2% от всеобщего времени, а в стимуляции с любовником это 30%. И, конечно же, о боже, он ее раскрыл, он угадал и так далее. Но если бы муж про это знал, вполне возможно, все пошло бы и не так. Но вы сами себя накрутили относительно его. И очень часто, да, женщины думают, что придет суперопытный мужчина, и все случится в их жизни по волшебному образу. Нет, вы сами должны тоже над этим работать. Вы сами для этого что-то делать. В принципе, если вы не хотите читать и самообучаться как-то, вам поможет любой сексолог. Очень многие, опять же, пары, когда обращаются к сексологу, ну даже жена приходит к сексологу, говорит, я не люблю своего мужа, я не получаю удовольствия и так далее, то достаточно короткое время, возможно, какая-то совместная терапия, и все приходит в норму. Почему не надо бегать этому к гинекологу, я уже говорил. Гинеколог их просто не учит ничему в институте про оргазм. Он знает не больше, чем обычный любой там мужчина или женщина, кто она по полу. Вот. Опять же, психологов учат копаться в детстве, в мозгу, прочее. Им не очень всегда курс сексопатологии там очень слабенький, очень коротенький. Он занимает там, по-моему, 20 часов всего лишь. Не описываются какие-то техники, которые позволяют все это дело нормализовать. То есть так психолог будет решать проблему детства, а женщине всего лишь нужен был вибратор и побольше сексуальных предварительных ласк, чтобы этим позанимались, например, неделю ее телом. А не сразу же происходило хождение и обычный секс на 3-5 минут, как всегда у семейных пар. Сейчас, конечно, многие скажут, вы были неправы, у меня был муж, 10 лет, все там, я была несчастлива, я не испытывала оргазма, появился любовник, все стало там бурно и так далее. Вот опять же в этот момент проанализируйте, насколько сильно отличался ваш секс. Уверяю вас, отличаться он там будет. Дело не только в эмоциях. Вы очень много приписываете эмоциональной составляющей, гораздо больше, чем оно на этом основывается. Сравните, какая стимуляция с мужем, какая стимуляция с любовником, в чем отличие, и вы очень часто найдете вполне себе физиологические ответы. Собственно, сексология – это грань между психологией и физиологией. Очень часто именно эта компоновка дает хорошие результаты для людей в жизни. Психологам с такими проблемами бегать не надо, они вам не помогут. Миф номер 3. Импотенция – распространенное расстройство, которое рано или поздно ожидает любого мужчину. Как и в случае с женщинами, это такой же миф, как часть женщин сексуально холодны, и части женщин нужен прекрасный принц, который разбудит их сексуально. Также дело обстоит и с мужской импотенцией. В большинстве случаев это все происходит от нашей головы. Ну и, конечно же, помимо головы, также помните алкоголь, отрыхление и так далее. У старых людей импотенция наступает не потому, что они старые, гормонов выделяется меньше, тело стареет и так далее, а именно из-за одряхлелости тела и устаревания. Те, кто продолжает вести нормальный активный образ жизни и в 60 могут вполне похвастаться сексом. Моя мама живет в частном доме, и вокруг есть куча старичков, которые, видя, как она молодо выглядит, надеются найти у нее желание секса. Начинают ей рассказывать про то, люди в 70-80 лет, там старички такие бегают, начинают ей рассказывать про то, что, блин, моя жена секса не хочет, но ты так молодо выглядишь и так далее, давай. Вот вам банальный пример. Практически всегда можно найти то, что вас возбуждает. Фантазии, игры, мысли, какие-то образы. Не ленитесь использовать их в постели. Не ленитесь использовать сексуальный контекст. Чем дальше, тем, конечно, мы более опытные, более умудренные. И когда мы ложимся в постель с женщиной, а вот сам по себе уже не встает от того, что мы просто легли и обнялись, он так и не встанет. Многие наши фантазии приелись. В детстве, когда нам было 20, наши половые гормоны бушевали, и от этого, но стояло у нас не от этого, а от того, сколько фантазий и мыслей о сексе вызывали у нас эти самые половые гормоны. Поэтому, думая о сексе, думая, как все это будет, планируя, создавая сексуальный контекст вместе со своей партнершей и совершенствуя флирт, который происходит до секса, разнообразные ласки, вы увидите, насколько
вы можете достигать эрекции. У меня есть достаточно много видео про методики. В том числе вы можете всегда найти такую самую-самую простую вещь у сексологов. Называется она чувственная фокусировка. Там какое-то время нельзя заниматься сексом, но нужно очень много времени уделять обоюдным ласкам. Зачастую пары недостаточно времени уделяют обоюдным ласкам. Даже если вы, очень часто многие люди говорят мне: нет, у нас с сексом все хорошо, прелюдия у нас есть, она большая, и так далее. Спрашиваешь второго партнера, сколько же там прелюдия. Оказывается, это прелюдия на 2 минуты. Увы, этого недостаточно. 2 минуты вам хватит, чтобы 10 раз поцеловаться и еще раз 10 раз обнять друг друга по 10 секунд. Вот и вся ваша прелюдия. То есть, если ваше приготовление к сексу носит формальный характер, если вы нервничаете перед сексом, это и является у вас такой короткой импотенцией. Очень часто у сексологов идет речь именно о мнимой импотенции, либо о частичной. Частичная легко выправляется. Опять же, всем, у кого проблемы, вам надо сходить к андрологу, проверить свои гормоны, простату и прочее. И да, этим занимается врач-андролог, а не уролог. А потом, если все у вас хорошо, идите к патологу. Он вам поможет и расскажет, что вам надо делать. Андрологи вас с головой учить не подружат. Психологи также будут копаться в вашем детстве и очень далеко. А вам всего лишь нужны были какие-то немного техник и немножечко избавиться от важности момента того, что у вас встал, и еще какой-нибудь херни, которую вы и накопили с этими, например, 30, 40, 50 годами в вашей жизни. Своих подписчиков я знаю, у кого и в 30 начинаются проблемы. Даешь просто небольшую технику, чего поделать перед сексом, и, о чудо, все прекрасно возвращается. Потому что голова освежается, и люди могут заниматься сексом уже без своих накопившихся в голове проблем и претензий. Миф номер 4. Инициативу в сексе должен всегда проявлять мужчина. Вообще-то инициативу должен проявлять тот, кто конкретно сейчас хочет секса. И его задача не требовать от второго человека, а завести второго человека, чтобы ему тоже захотелось. То же самое, как если вы хотите романтики, настройте своего партнера про романтику. Я очень часто говорю про то, что надо делать мужчинам с женщинами и как, чего, какие-то методики применять. Так вот, женщины очень часто не делают вообще ни хрена. Это, в общем-то, мне об этом жаловалась пара пикаперов, у которых все в жизни хорошо, и с деньгами, и со временем, и у них каждую неделю новая женщина, они уже поднаторели, и они жалуются, что методом перебора не могут найти ту женщину, которая будет чего-нибудь делать в постели. Они просто все лежат и сачкуют, забывая про то, что у мужчин тоже есть эрогенные зоны. Все очень просто. Когда вы хотите есть, вы идете в ресторан и заказываете там еду. Вы не ждете, что если вы хотите есть, шеф-повар вам позвонит этого ресторана и скажет, что он мог бы вас накормить. То же самое и в постели. И еще вам, женщины, такой небольшой пример, когда ваша инициатива выигрывает по сравнению с мужской инициативой. Вам, женщины, для разогрева, для того, чтобы подготовиться к сексу, нужно больше времени. Когда вы подходите к мужчине, когда вы начинаете намекать ему на секс, вы с ним флиртуете, вы с ним заигрываете, вы себе уровень уже поднимаете желания секса. Постепенно мужчина разогревается и от вас, и все оканчивается в постели, вы занимаетесь жарким сексом. Вам всего хватает, вас разогрели перед постелью, да, вы сами себя разогрели, но все равно вы получили нужный разогрев. В случае, если это мужская инициатива, пойдем, бац, все, вы в постели, мужчина свои 5 минут отработал, все, никакого разогрева. Вы лежите и думаете, почему же, что же такое? Я могу сказать так. Женщины, которые жалуются на то, что их мужчина не проявляет инициативу, и ее приходится проявлять им, гораздо более удовлетворены в постели, чем те женщины, которые жалуются, что мужчина не проявляет инициативу, и они ее тоже не проявляют. Это во-первых. И во-вторых, очень часто женщины жалуются, что их мужчина слишком много проявляет инициативы относительно секса. Опять же, все происходит с такой инициативой, происходит по мужскому сценарию. Не забивайте себе голову, делайте все по своему сценарию, и вы увидите, как ваша сексуальная жизнь станет намного-намного ярче и краше. Все свои рекорды по длительности и качеству секса я ставил тогда, когда девчонка всегда хотела от меня секса, инициатива исходила от нее. Миф номер 5. Норма для секса — это 2-3 раза в неделю по 5, по 3-5 минут. Расскажу вам такую историю. Жил да был мужчина. Вполне себе хорошо. Был он опытный, был у него
много женщин в детстве, и в юношестве, и в студенчестве. Он прочитал какое-то количество литературы и был осведомлен в сексе. Все про него прекрасно знал. Нашел себе он партнершу, не очень опытную, но она целиком положилась на него. Ведь он очень опытный мужчина, который много читал и много знает про секс. Женщина работала по дому, мужчина на работе. Секс у них всегда был хороший и всегда регулярный. Постепенно появились дети, и у женщины стало много забот, гораздо больше. И мужчина, приходя с работы, вынужден был ждать, когда женщина закончит дела по дому, уложит детей, и потом начнется постель. Иногда он засыпал раньше. Все время он был очень возбужден, пока ее ожидал. И так постепенно у них устаканилась самая правильная норма, про которую читал мужчина. 2-3 раза в неделю по 3-5 минут. А вот женщина была очень сугубо несчастна. И даже дело не в количестве, а дело в длительности и в качестве. Потому что ей после уборки требовалось время на переключение, а весь их секс сводился к этим самым правильным 3-5 минутам. Да, мужчина добился самой грамотной, описанной во всех источниках, норме половозрелого, полностью функционального, здорового мужчину, для которого норма 3-5 минут секса. Все верно. В гробу мы видали такую норму, скажу я вам. Нет понятия нормы, нет понятия извращений, есть понятие хватает партнеру или не хватает. Проблема этой женщины в том, что она должна была высказывать собственные мысли, а не ориентироваться на очень опытного и умудренного жизнью и большим количеством партнерш мужчину. Миф номер 6. Что можно, а что нельзя в сексуальных отношениях. Если вы будете думать, что можно, а чего нельзя делать внутри вашей пары в вашей спальне, то по сути каждый день вы будете строчить нормативы, правила, основы поведения и прочие заморочки, которые должны присутствовать в вашей спальне. Вы будете создавать правила и регламенты, пускай негласные, пускай не написанные. Посмотрите на наших долбоклюев где-нибудь в Государственной Думе. Зарегламентировав все, что только было можно, они уже давно регламентируют все, что только нельзя. Ничего, кроме улыбки и смеха, как клоуны, они уже давно не заслуживают. Каждая их инициатива заканчивается повальным смехом, даже среди той части населения, которую эти инициативы полностью разоряют. Если вы будете пускать своего внутреннего родителя, вспомните Берна, у него есть родитель, взрослый и ребенок в каждом человеке. Если вы будете пускать своего родителя и взрослого работать над вашим сексом, то да, они с удовольствием будут строчить регламенты и нормативы. А из вашей спальни будет доноситься: это не по-пацански, так мужчины не делают, так женщины себя хорошие не ведут правильные, так ведут себя только проститутки, это делают только шлюхи. Вот что вы получите. И вы получите зарегламентированный секс 3-5 минут, 3-2 раза в неделю, без каких-либо изысков. Рано или поздно, потому что каждый новый регламент будет вас ограничивать. Выкиньте нахер из своей спальни и родителя, и взрослого. Они вам там не нужны, своих внутренних. Оставьте только детей. Они уж как-нибудь между собой разберутся. 2 человека в спальне могут заниматься чем угодно. Никого это не волнует, и никого другого это дела до этого нету. В спальне не должно быть 2 обрюзглых буквоедов, там должны быть 2 безбашенных, любящих все новое ребенка. Тогда ваш секс всегда будет как будто в первый раз. Ну, обычно первый раз в Седоковом, но первые разы, вот так скажем. Первый месяц, хорошо. Вот те, кто знает, у кого было, что вот они там влюбились, и первый месяц весь прошел в угаре и в сексе, вот тогда вот это так оно и должно оставаться. А не тем, что вы плодите свои нормативы, законы и становитесь таким идиотом, как я привел в примере, который вызывает только смех. Миф номер 7, который я уже немножко затронул. После 35 лет идет спад сексуальной активности. Ну, во-первых, в свои 36 лет я ставил самые-самые свои большие рекорды по длительности, по силе секса, по возможностям в постели и так далее. Там была одна хитрость. Я сидел на антидепрессантах, а они, вот, конкретно те, они вот стоять они позволяли, а вот кончить было очень сложно. В нашей паре мы забили на то, что мужчина может кончить, может не кончить. Нам было на это все равно. В общем-то, как все равно было и на то, кончает или не кончает женщина. Задача была очень простая. Просто заниматься сексом для обоюдного удовольствия. И неважно, кончил партнер. И также я вам такую историю небольшую расскажу, что мужик там такой уже дряхлый, старикашка, такой богатый, у него дом, он там со 2-го этажа, с клюкой спускается и видит внизу в комнате в общей переодевается его сиделка, которая не решила себя утруждать тем, что пойти в ванную, там переодеться. Она
просто посреди комнаты прямо переодевается, и сейчас предстала перед ним в голом виде. И он так вздыхает. О, вот было бы мне сейчас 80, я бы тебе показал. Вот это ко всем, кому там 60-70, и они думают, что все, жизнь закончилась. Нет, как я и говорил, это вопрос контекста, вопрос фантазий и вопрос на того, разумеется, если вы дружите с Бахусом, с алкоголем, и ваше сердце не может выдержать физическую нагрузку 5-10 минут, то, конечно же, да, ваш секс не будет долгим. Сердце очень сильно влияет, сердце накачивает пенис кровью. Если ваше давление, если сердце не может создать достаточное давление, вам становится плохо, вы не можете столько двигаться, то да, секс будет прекращаться после 35 лет. Если вы будете себя держать в форме, и это не значит быть худым и накачанным, а значит достаточно уделять времени физической нагрузке. Потолстение или похудение больше зависит от того, сколько вы жрете, простите меня, я по себе говорю, то, когда вы сможете нормально испытывать физическую нагрузку 15 минут и быть бодрячком, поверьте, в постели все будет зашибись, и неважно, сколько вам лет. Мои дальние родственники, мои дальние какие-то прадеды и так далее славились очень работающим всем в старческом возрасте. Облагораживали, говорят, всех соседов. Миф номер 8. Частое занятие сексом вредит вашему здоровью. Да, конечно, если заниматься сексом каждый день по 1,5 часа, как практика показала, что даже если женщина достаточное количество смазки производит, то примерно через месяц надо идти к врачу и спрашивать, а что это у меня там все чешется и красное? На что мне было сказано, что молодец, стахановец, побереги свой член. Я не понял, говорю, почему стахановец? Он говорит, ты же, говорит, его используешь как в забое, там, по много часов. Вот, говорит, побереги свой член. И моей женщине сказал, говорит, поберегите мужчину, он вам еще на долгое время. Если вы хотите пользоваться им долгое время, то тогда поуменьшите свой пыл, потому что он скоро у вас сотрется. Это единственный, наверное, способ, как секс может влиять на здоровье. Да, конечно же, при каких-то заболеваниях также секс может влиять плохо на здоровье. При сердечных, если у вас, опять же, недостаточное количество физической нагрузки, а в постели вы стараетесь выложиться, жрете всякое говно, то да, секс может быть для вас опасен. Также, если вы каждый день жрете Виагру, тоже опыт показал, уже люди консультировались на эту тему, если вы каждый день будете жрать Виагру, то через месяц вы заработаете себе какую-нибудь аневризму простаты или что-нибудь еще, тоже с простатой связано. В остальных же случаях, если вы не травите свой организм ничем свне, то ничего с вашими половыми органами не произойдет. Они созданы, чтобы заниматься сексом. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Секс, и также противоположный миф, что секс излечивает от всех болезней. Нет, он не излечивает ни от каких болезней. Головная боль сексом не лечится, но за счет того, что давление кровеносное увеличивается, такая головная боль, да, проходит. И плюс изменяется настроение, оно становится лучше. Иногда настроение действует лучше всяких лекарств, как мы знаем. Физически случаев, когда секс отрицательно влиял на здоровье здорового человека или положительно влиял на здоровье человека, медицина не зарегистрировала. Зато и такое понятие, как депрессия, секс излечить, наверное, может. Потому что депрессия – это суть состояния организма от нашего настроения. На самом деле это изменение в мозгу, но, в общем-то, за счет состояния и настроения это тоже лечится. И, собственно, это в первую очередь. Таблетки, они в этом плане очень-очень слабенько помогают вам просто нормально жить. На здоровье секс влияет, конечно, хорошо, но ничего не лечит, но ничего и не калечит. За сим я с вами прощаюсь. Это был такой предновогодний выпуск. Надеюсь, он позволит вам без всяких глупых мыслей нормально провести свой Новый год в паре, если вы в паре, и прозаниматься сексом все праздники, чего вам и советую. С наступающим вас, до новых встреч!